what we call Brexit, the British leaving the European Union. И он связан с вопросом Брексита, то есть вопросом выхода из Европейского Союза. The Parliament is paralysed. Парламент сейчас парализован. And yet there is 100 days to go before Brexit. И это происходит за 100 дней до того, как страна должна выйти из Европейского Союза. But we think this is part of a universal crisis of democracy. И нам кажется, что это часть такого глобального как раз кризиса демократии. Of the political systems that call themselves democratic. Вернее, тех систем, которые по всему миру называют себя демократическими. These systems have created sharp divisions in society. Именно эти системы породили четкие разграничения и стратификацию в обществах. And they lack legitimacy and they lack support. И на сегодняшний день им не хватает ни поддержки, ни легитимности. This is true of many so-called Western democratic states. Это касается многих так называемых западных демократических держав, like the United States, как и Соединенные Штаты, United States, Italy, и Италия, France, и Франция, Poland, и Польша, Ukraine, и Украина, United Kingdom, и Великобритания, and so on. И так далее. Also, there is a clear trend towards authoritarian rule. Кроме того, в принципе, наблюдается стойкое движение к авторитаризму. This already exists in Russia, что уже есть в Российской Федерации, in Turkey, в Турции, India, в Индии, China, and other countries. И в других странах. So, in our view, this political crisis is closely connected to a crisis of neoliberal capitalism. Но и в принципе этот кризис связан с новым либеральным капитализмом. This crisis has deepened since the crash of 2008. И этот кризис только усугубился после того падения финансового, которое произошло в 2008 году. And we are of the view that another crash, economic financial crash, is certain. И мы уверены в том, что следующее падение вот будет, то есть оно произойдет обязательно. In our view, the present political system gives priority to corporate and financial interests. И на сегодняшний день власти заботятся о корпоративных финансовых интересах. And not the majority. Они занимаются большинством, то есть And therefore, it cannot be regarded as democratic in a meaningful way. Поэтому, в принципе, по сущности своей они не являются демократическими. We would characterize the present system as a capitalist type of state. Поэтому мы бы назвали, что текущая ситуация это такая капиталистический тип государства. So, in our view, we cannot achieve the substantial change, the real democracy. И мы не можем достичь действительно каких-то серьезных изменений в плане реальной демократии. With parliamentary procedures and general elections by themselves. Просто путем очередных парламентских выборов и тех процедур, которые на сегодняшний день есть в парламенте. So we believe that real democracy and self-determination will be achieved. Поэтому мы считаем, что вот наша цель, что мы сможем достичь ее, when citizens transform, когда будет трансформация со стороны граждан, and remake, и будет преобразование our present forms of rule and power. Тех форм власти и управления, которые есть на сегодняшний день. So the aim should be to build a democratic system. И цель должна состоять в том, чтобы построить действительно демократическую систему, that allows the majority to decide, которая позволит большинству принимать решения, what is best for their communities, что лучше всего для их громад, their workplaces, для их рабочих мест, their towns, для их городов, their regions, для регионов and their countries. и стран. So we say that new forms of direct
and participative democracy. Мы вот полагаем, что главное в демократии, чтобы люди реально в ней участвовали. Will replace the inadequacies of the present representative democracy. И таким образом это будет замена той представительской демократии, которая есть на сегодняшний день. So that we do not believe that the ruling political and economic elites will give up state power. И мы не считаем, конечно, что на сегодняшний день вот те силы и власти, которые есть в экономических и финансовых кругах, что они решат оставить свою власть. In favor of the sovereignty of the people. В пользу людей. So our view and what we campaign for here is that we call for assemblies of citizens. Поэтому мы, конечно, голосуем за то, чтобы были сборы народные. Conventions on the Constitution. People's conventions, yeah. И чтобы люди сами заключали между собой конвенции. Action and strikes. Hello? Continue your phrase. We work for strikes, occupations, to challenge and replace the present undemocratic state. И мы, конечно, за то, чтобы вот занятость людей реально дальше заменила то состояние того государства, которое построено на сегодняшний день. Чтобы so finally, we must reclaim the theory and the practice of democracy. И мы должны перестроить практики, то есть методы, которыми руководствуется на сегодняшний день демократия. From the elite to the people. Перевести ее реально в руки людей. And we are working with others to try and make this happen. И мы поэтому работаем со всеми участниками, заинтересованными лицами для того, чтобы это могли реализовать. Thank you. Спасибо большое. Thank you, Paul. Thank you, Mark. Спасибо, Марк. Спасибо, Пол. So we have some discussion on these contributions. Bearing in mind, we agreed to have 1 hour and 15 minutes in total. Да, мы можем к обсуждению в принципе приступить, но мы должны помнить о том, что у нас формат 1:15 в общем, да? There's a cat somewhere. Это где-то кот, да? Кот где-то ходит. Микрофон не отключил. Okay, so contributions and any points of view, any questions to either speaker or to... Смотрите, если есть сейчас вопросы или комментарии, которые хотели бы высказать, то пожалуйста. Пока вроде я начну. I would like to add now, if it is possible to contribute. Меня зовут Леонид. My name is Leonid. Вы вспоминали великого ученого украинского Вернадского. You recalled a great scientist Vernadsky, Ukrainian scientist Vernadsky. Так вот, он сказал, что сложность процессов, которые происходят сейчас в мире, настолько сложная, что большинство людей вообще не понимают и не могут сделать критического анализа событий. So even he claimed at that time that the complexity of those processes which happen globally are so sophisticated for the common people that they cannot critically analyze and think about them. Поэтому очень большая задача стоит перед системой образования, чтобы дать людям такие знания, чтобы изменить и прийти к новому мышлению. That is why, of course, it is a critical task now to make the education possible, to enable the education, give the ability to people to critically analyze what they get as the information, as the input. Для того, чтобы новое мышление появилось, новые знания, новые теории должны быть, которые бы стали инструментом как анализа ситуации, так и
в прогнозирование будущего. And of course, this knowledge of new theories and new ideas should be the contributions and should be the tools which will help people to think critically and be able to analyze and make forecasts for the future. Мы понимаем, что процесс просвещения людей очень сложный и длительный. We understand that education is a long process. Поэтому у нас есть группы, которые работают над разработкой новых теорий. That is why there are groups of scholars who are working on the development of new theories. Теории философского, социального, ну, в общем, гуманитарного уровня. And these are theories, of course, of social and philosophic, humanitarian, generally speaking, level. Кроме того, ситуация осложняется тем, что сейчас вот с 1950 года как бы работает, ну, или сформулирован закон времени. And plus to it, from 1950, there has already been the law of time formulated and working. Который означает, что за небольшой промежуток времени очень много событий насыщено, и мало того, эти события все усложняются. It means that the time is getting compressed, and there are more and more events within one unit of time, and the situation and the processes become only more and more complicated. И вот и вы говорите, Марк Иванович говорил о том, что нужно привлекать большинство людей для управления, поэтому сложность в том, что нам нужно другое качество людей. And of course the challenge which you have already mentioned and Mark has mentioned, that people should be participating in the processes, but we need another quality of people to be able to participate. Ну, в этих направлениях мы работаем, и одно из направлений, о том я говорю. And we have been working in this direction. Спасибо. Thank you. Karina, you're muted. Thank you, sorry. We didn't catch the name of the last speaker. Leonid. Thank you. Спасибо большое. Я мог бы еще дополнить. And Mark would like to add, if possible. Yeah. Да, давайте. Да? Леонид Гаврилович вот как бы начал эту тему. Я несколько слов в дополнение. Leonid has started this topic, and I would like just to add a few words. Действительно, чтобы граждане могли осознанно и осмысленно участвовать в управлении, они должны обладать соответствующими знаниями. Of course, in order to make people able to participate and to be real, active participants of the process, they should be armed with certain tools. Для этого мы готовим определенную систему образования, которая бы решала эту задачу. That is why now we are working on the educational system, which would actually make it possible. Это, во-первых, система духовно-интеллектуального воспитания и обучения ДИВА-21. Well, first of all, of course, this is the program of spiritual and mentally and education of children, which is called DIVA-21. Называется DIVA, да, DIVA-21. DIVA-21. И в рамках вот этой системы образования, скажем так, специальный или базовый курс, так называемый прикладной или современной онтологии. And there is the so-called course of applied ontology, which has been developed. Вот эти все работы у нас ведутся под руководством и, как говорится, вдохновляющим началом руководителя, президента нашей Всемирного научного ноосферно-онтологического общества, доктора экономических наук, профессора Валерия Петровича Бабича. And Valery Babich, who is the head of our union, of our noospheric union, then he has been working and supervising and guiding all these process of creating these courses and educational system.
Ну, вот, собственно, все. So that is what I wanted to add. Thank you, Mark. Спасибо, Марк. Any other questions or points? Есть какие-то вопросы? Простой вопрос есть. There is a simple question. Почему именно в Уигане проводилось вот ваше мероприятие? Это столица лейборизма? Где? Уиган. Ага. Why did you have this assembly in Wigan? Is it the center? Yeah. Is it the center of laborism? I can answer that. Могу ответить на этот вопрос. Wigan is in the northwest of England, and it's a very traditional, big working class area. Ну, хочу сказать, что, в принципе, это северо-запад Англии, и это такой традиционно рабочий регион. And we wanted to have a place that people could get to from different parts of the United Kingdom, from Scotland, from London, from Wales. И мы хотели, чтобы в это место, где у нас будет мероприятие, чтобы приехали люди со всей Великобритании, чтобы это были люди из Шотландии, из Уэльса, чтобы они из Англии, чтобы они могли приехать все. It's quite central in the country, and also it's cheaper than London. Ну и было несколько причин. Во-первых, как бы место находится в середине территориально, во-вторых, там провести намного дешевле, чем в Лондоне. And we have members and supporters of our organization who live in that area. Кроме того, есть люди, которые поддерживают нашу организацию, которые живут, собственно, в этом регионе. We're connected with one of them is a founding member of the Green Party. И один из них является фундатором, собственно, партии. And another one is a very active campaigner for один является очень активным участником кампании, которую мы проводим «Социалист». So they help to organize it. Поэтому они помогли, конечно, в организации мероприятия. А вот еще сопутствующий вопрос. Вот за Брексит проголосовали, насколько я понял, именно промышленные регионы. Да? As I understood, if I understood correctly, that Brexit was voted for by mostly those people who live in the working areas, working regions. Is it right? Yes, it's right, but maybe somebody else would like to answer. It's correct. It's generally correct, but it's a very complex vote. Ну, на самом деле, это было такое же сложное очень голосование, поэтому как бы вопрос, ответ упрощенный. In many working class areas did vote to leave. Да, действительно, во многих рабочих районах голосование было за то, чтобы выйти из Союза. But in Scotland, which has got a big working class, большая прослойка рабочего класса, the vote was to remain. Они голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. And in London, which is the biggest city, obviously, 12 million потому что, конечно, people. Лондон не самый большой город. 9 million. 12 миллионов людей, да? Was mostly for remain. В принципе, тоже большинство людей проголосовало за то, чтобы остаться в Евросоюзе. But there were class questions, definitely. Но точно, абсолютно вы правы в том, что вопрос классовый при голосовании стоял. Also depended on age. Кроме того, вопрос был еще и возрастной. More young people were in favor of remaining in general. В принципе, голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Молодец, чтобы остаться. А чтобы остаться, да. I don't know if anybody from here from the UK wants to add to that. Да, но я не знаю, вот кто-то из Великобритании хочет как раз по этому вопросу что-то добавить. Anybody want to have an additional point on that? Да, кто-то хочет какую-то свою точку зрения высказать здесь по этому вопросу? The vote was quite close, actually, as you know. На самом деле, вы, наверное, знаете, что голосование это, в общем-то, было не с большим перевесом, да? Да. 49-51. Это было 49 на 51. And it's staying very much
I don't think it's changed very much. Maybe a little bit towards Remain, but not that much. Но в принципе ситуация-то, в общем-то, осталась приблизительно такой же, она не сильно изменилась. Yeah, I mean, many people saw the vote in the working class areas as a vote against neoliberalism, a vote against low wages, a vote against bad housing. В принципе, многие люди рассматривали вот это голосование как протест, конечно, против низких зарплат, против неолиберализма, против плохих жилищных условий. And a vote against the political establishment. Ну и, конечно, против власти, установившейся. All the major parties, all of them, все основные партии were for Remain. Были за то, чтобы остаться. So people thought it would be a good idea to vote against. Поэтому люди думали, лучше мы будем протестно голосовать против. Classical. It's a classical way out, yeah? People say. And this is actually the problem of any vote of this kind. Yeah. Да, да. Just to say that in Britain we don't have referendums. На самом They're деле, я хотела сказать, что very rare. It's only the second one. Очень редко проводятся, в принципе, референдумы. Вот этот был всего второй по счету референдум. А вот как средства массовой информации в этом плане, они же кому-то принадлежат, они на кого-то там работали или там по-разному было? And what about mass media, by the way? Are they controlled or influenced by social political movements or circles of influential people, or they were different opinions and they were more or less unbiased? That's a very good question. Does anybody want to answer that apart from me? Да, кто-нибудь хочет ответить, кроме меня? I could answer. Well, maybe Fiona or Ian or Jerry would like to. Может быть, Джерри? Fiona, Ian, Jerry. Джерри? Take your mute off. Да, может быть, он... You want to speak. Хочет, может быть, сказать... Fiona, you going to take your mute off?